Дорогие друзья, здравствуйте! Мы приветствуем вас на канале «Вкусно на кухне» с Ильей и Еленой. Добро пожаловать к нам на канал. Сегодня для вас мы готовим очень вкусное, простое блюдо ресторанного типа, называется тартар из тунца. Естественно, самым главным ингредиентом будет тунец, который нам привезла Инна, за что ей огромное спасибо. Как она сказала, этот тунец был выловлен в водах Багамских островов. Так что будем пробовать. Тунец мы взяли, он слегка подмороженный, что нам очень-очень важно. И мы его нарезаем тоненькими маленькими квадратиками. Используем для этого великолепный японский нож, который просто как по маслу проходит через замороженную рыбку. Кто не видел видео про наш нож, как мы его приобрели в Японии, пожалуйста, зайдите на канал, посмотрите. Очень хороший нож, рекомендуем. Нарезаем маленькими кусочками, для того, чтобы рыбка успела быстренько промариноваться. И будет очень красиво, аккуратненько в тарелочке. Вот такими маленькими квадратиками. Тунец прекрасный. Отдает запах моря. Берем мисочку, которую нам будет потом удобно его мариновать, и перекладываем. Готовим легко, без принуждения. Готовим для себя. Это очень вкусно. Нам понадобится половинка луковички. Тоненько ее нарезаем маленькими-маленькими кусочками. Делаем такие маленькие квадратики. Тогда лук даст свою остроту и не будет ощущаться на языке такой горечью. Вообще, по возможности, берите сладкий лук. Ну, если вы не любите совсем никакой лук, можете не добавлять. Я думаю, сока будет достаточно. Много не надо. Для маринада мы будем использовать в первую очередь соевый соус. Устричный соус. Примерно столовую ложку. Для более пикантности, остроты и сладости мы добавим сладкий чили соус. Я очень люблю добавлять во все практически блюда вострический соус. Немножко, где-то примерно чуть больше чайной ложечки. Для остроты я использую срирача. Ну или любой другой острый соус, какой вам нравится. Ну и самое главное, это сезами ойл, оно же кунжутное масло. Все, наш маринад готов. Мы его замешаем. И пока мы будем нарезать остальные ингредиенты, тунец промаринуется. Если у вас есть возможность, поставьте его в холодильник минут на 15, на 20. Но
он практически уже готов. Он мелко нарезанный, поэтому маринад проникнет в рыбу очень-очень быстро. Отставляем в стороночку. Берем авокадо. Авокадо должно быть мягким. Я всегда стараюсь покупать крепкое авокадо. И оставляю его под своим контролем на день, на два, на три. И подхожу и слегка его пробую. Если авокадо чуть-чуть стало мягким, значит она готова. И такое авокадо уже можно хранить в холодильнике. Оно не испортится. Выкладываем авокадо на досточку. Используем ложку. Очень удобно. Ножом нарезаем его, тоже мелкими кубиками. Оно как масло, нежное. Великолепно. Так как мы делаем 2 порции, я не буду смешивать сейчас авокадо. Оно уже разделено на 2 одинаковые части. Мы слегка присолим авокадо. И добавим немножко лимонного сока. Великолепно. Теперь мы берем тарелочку. Нет. Берем великолепные колечки, в которые будем укладывать тартар, и перекладываем тартар в кольцо. Перекладываем авокадо в кольцо. Извиняюсь, не тартар. Тартар еще не готов. Ложечкой слегка придавливаем. Вот так. Получается очень красивый слой зеленого авокадо внизу. Следующий ингредиент у нас идет манго. Постарайтесь выбрать сочное, мягкое манго. Если вы знаете, что манго имеет такую плоскую косточку, поэтому, когда вводите нож, постарайтесь нащупать эту косточку и ввести вдоль косточки. Тогда манго великолепно разрежется. Вот так. Вот здесь у нас остается косточка. Мы потом это тоже обрежем. Лучше всего доставать манго, если на нем сделать вот такие прорезы. Не очень глубокие, чтобы не повредить кожицу. Опять-таки повторюсь, для этого нужно иметь очень хороший острый нож. Берем ложечку и постараемся аккуратненько вытащить наше манго. Посмотрите, как оно легко вылазит. Великолепно. Немножечко измельчим манго. Делим примерно на 2 одинаковые части. И также укладываем в нашу формочку поверх авокадо. Это у нас будет красивый оранжевый слой. И также ложечкой прижимаем, слегка утрамбовывая формочку, потому что нам нужно место еще для тунца, основного нашего блюда. Вот так. Будет красиво.
Пока мы нарезали овощи и манго, наш тунец промариновался, стал ароматным, вкусным. Мы его сейчас посыпем слегка жареным кунжутом. Это даст ему более пикантный вкус. Еще раз перемешаем. И выкладываем нашего тунца наверх. Такой полной горочкой. Мы потом крышечкой придавим и аккуратненько выдавим из формочки. Будет очень красивая презентация. Вот так. Теперь мы берем крышечку, слегка придавливаем и аккуратненько поднимаем формочку вверх. Вот так. Опа! Посмотрите, какая красота образовалась. То же самое делаем со второй тарелочкой. Придавливаем слегка и поднимаем. Ну, обратите внимание, ну разве это не красота? Для красивой подачи мы немножко украсим веточками укропа. Или любой другой мелкой зелени, какая у вас есть под рукой. Всегда приятно смотреть, когда блюдо цветное, разноцветное. По краям мы положим помидорчики. Вот так. Будет очень красивое, презентабельное блюдо. Друзья, мы закончили наше красивое блюдо. Обратите внимание, насколько оно красивое, приятное, аппетитное. Мы вас приглашаем на наш канал. Мы с Леной стараемся очень часто выпускать вкусные ролики. Пожалуйста, подписывайтесь. Нам будет очень приятно увидеть от вас ваши лайки. Мы всегда читаем ваши комментарии. Если у вас есть вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Добро пожаловать к нам на канал, на нашу вкусную кухню. Спасибо за просмотр.